Приветствую, друзья! Пока Трамп рассказывает, что уже, в принципе, идея с китайскими миротворцами на Украине хорошая, ну а Зеленский по этому поводу недавно уже поспешил рассказать, что это все глупости, но теперь, судя по всему, ситуация будет меняться. Несмотря на все эти перипетии, русская армия продвигается вперед, и, собственно, натовские наемники также вынуждены констатировать факт того, что фактически каждый день территории под их контролем становится все меньше и меньше. Ну и, конечно же, эта вся история очень крепко подкрепляется авиабомбами с модулями коррекции и планирования. Причем обычно это, конечно же, авиабомбы по полтонны, но иногда прилетает по особо укрепленным укрепрайонам и 3 тонны. Поэтому, очевидно, сейчас ВКС РФ очень серьезно трудится для того, чтобы, собственно, максимально облегчить нашей пехоте продвижение вперед. Параллельно с этим постоянно идет денацификация, причем самых отъявленных подонков с разных стран. И вот очередной наемник с Прибалтики отправится домой в гробу. И, конечно же, эта тенденция сейчас все-таки набирает обороты, потому что, очевидно, украинского пушечного мяса, которое готово умирать за хозяев Зеленского, становится все меньше и меньше. Ну и, очевидно, вынуждены все-таки натовские генералы задействовать свое резервное пушечное мясо, обычно польской национальности, германской, с Прибалтики часто дергают, ну и, конечно же, с таких стран, как Колумбия. Также можно добавить, что ВКС РФ этой ночью гераниями очень серьезно били по военным объектам натовской ЧВК ВСУ в городе Запорожье и окрестностях. И я думаю, что не случайно, потому что на том направлении, что-то мне подсказывает, очень скоро сейчас будут очень серьезные интенсивные боевые действия. И поэтому количество ударов по военным объектам натовской ЧВК ВСУ на запорожском направлении будет только возрастать. На этом фоне в Соединенных Штатах Америки вице-президент Венс обозначил, что США, конечно же, ни в коем случае не хотят, чтобы Россия получила контроль полностью над территорией Украины. Ну и, конечно, здесь Венс, он просто не раскрыл, что именно конкретно он имел в виду, почему конкретно США против. Потому что, обратите внимание, почему-то Китай не против, Индия не против, почему-то Иран не против, почему-то еще много-много других стран не против того, чтобы русская армия продвинулась к границам 91 года, как многие хотят, ну а собственно США против. И здесь очевидно, что Венс просто не договорил, что если русская армия продвинется, то тогда, конечно же, американские корпорации, они потеряют свою частную собственность, потому что украинские земли давным-давно записаны в частную собственность американским корпорациям, европейским корпорациям различным. Ну и, собственно, конечно же, недра также записаны в собственность США, конкретно фонда, которым управляет Дональд Трамп. И, конечно же, продвижение русской армии – это история, которая, мягко говоря, Соединенным Штатам Америки, невыгодна. И поэтому, конечно же, Венс говорит о том, что ни в коем случае США не могут себе такого позволить, потому что они защищают фактически свою частную собственность с их точки зрения. При этом нужно понимать, что за годы боевых действий сейчас на государство Украина повесили более 500 миллиардов долгов, если брать в совокупности США, Британию, Канаду, Японию и так далее, страны Евросоюза. Поэтому, очевидно, сейчас, если украинская государственность накрывается медным тазом, то тогда, получается, все эти деньги, они просто испаряются, и никто никому ничего не должен. Ну и, конечно, для западных стран это очень серьезный удар, потому что если они понавыдавали, не дай их у Зеленского, долгов на более чем 500 миллиардов, то, очевидно, это просто гарантия того, что спрос на доллары сохранится, потому что выдавали-то они все эти сумасшедшие свои кредиты, они, естественно, в евро и в долларах. Ну и, конечно, эта вся история, она очень серьезно укрепляет доллар и евро как резервную валюту в мире, поэтому им, конечно же, категорически невыгодно, чтобы Украина как государство прекратила свое существование. Поэтому, как я и говорил ранее, западные страны все вместе сейчас будут
делает все возможное для того, чтобы территория натовского недорейха сохранилась как некое украинское государство. Понятное дело, это полностью подконтрольная субстанция, но тем не менее сейчас все они будут заняты именно этим вопросом. Именно для этого сейчас организуют западные страны на территории, фактически оккупированной блоком НАТО, вот иллюзию неких выборов. И, конечно же, сейчас украинский олигархат уже получил команду на то, чтобы вот этот вот цирк Шапито, который они будут называть выборами, чтобы прошел, и чтобы были разные сорта дерьма, и пророссийские, и пробандеровские, чтобы, так сказать, вся широта политического спектра была представлена. Ну и, конечно же, реально пророссийских партий там не будет от слова совсем, потому что, в принципе, они на территории недорейха Зеленского полностью запрещены, включая и, собственно, нашу партию «Держава». Параллельно с этим в медиа несется новость о том, что американцы закрывают свою структуру мягкой силы USAID, которая ранее просто миллиардами долларов финансировала все различные там госперевороты, средства массовой информации в различных странах мира и так далее. И сейчас вот уже все очень радуются, что, мол, смотрите, наконец-то, значит, USAID пал, рухнул, так сказать, и завтра, значит, будет все замечательно и прекрасно, и все вот эти вот инструментарии мягкой силы США, значит, куда-то развеются. Но на самом-то деле это наглая просто брехня и заблуждение. И очень, кстати, опасное, потому что, безусловно, Соединенные Штаты Америки на протяжении десятилетий финансировали в гораздо более сильные инструменты мягкой силы, нежели USAID. А USAID сейчас уже просто вот умер за ненадобностью, потому что, очевидно, коэффициент полезного действия с точки зрения вот американских политиков USAID сейчас уже постепенно стремился к нулю. Да, USAID десятилетиями скупал различных лидеров мнений, финансировал средства массовой информации и много-много чего еще. И сейчас, в 21 веке, судя по всему, уже надобность просто в этой организации отпала как таковой, потому что, очевидно, у США есть гораздо более эффективные инструменты мягкой силы. В первую очередь, это, конечно же, видеохостинг YouTube корпорации Google, потому что там фактически осуществляется всегда 24/7 в гигантских количествах самый натуральный подкуп конкретно лидеров мнений, журналистов, блогеров и так далее, потому что любая точка зрения, которая не совпадает с центральной американской, на YouTube попросту блокируется. И, естественно, все эти авторы контента, они прекращают получать деньги, которые платят YouTube. И, кстати, достаточно немаленькие, особенно если вот брать среднестатистического такого хорошего топового какого-нибудь блогера. Поэтому сейчас мы видим, что этот инструмент контроля, он просто гораздо более на высоком уровне и гораздо более эффективный. Причем работает сразу же на всех языках, и фактически вот не надо никого там вербовать, там устраивать какие-то сложные цепочки там и так далее. Фактически вот этих всех вот предателей, всех, кто работает фактически на вот именно американскую точку зрения и продвижение американских интересов, всех их фактически вот взращивают конкретно и финансируют. Причем таким образом, что комар носа не поточит, если что, это его блогерская деятельность. Но то, что он постоянно согласен с точки зрения правительства США и не противоречит правилам Ютуба, так это, знаете, его, оказывается, личные убеждения. И поэтому просто сейчас масштаб этого инструмента мягкой силы, он просто в сотни, а то и в тысячи раз более вот грандиозный, более эффективный, нежели там какой-то доисторический USAID. И поэтому то, что его закрыли, это еще вообще ничего не значит. Сюда можно добавить такие американские социальные сети, как Facebook, Instagram, которые принадлежат корпорации Мета, которая в России, кстати, признана экстремистской организацией. Но, тем не менее, в просто огромном количестве стран в мире эти все социальные сети являются топом и, конечно же, работают исключительно в ракурсе именно внешней политики США. Ну и, конечно же, на этом ничто не останавливается, потому что тут еще и мессенджеры, и много-много инструментария на самом-то деле есть, которые уже, знаете, на 10 голов выше, нежели какой-то там доисторический USAID с его там прямыми грантовскими деньгами конкретно какому-то СМИ.
Возможно, я где-то ошибаюсь, но тем не менее, если у вас есть своя точка зрения по этому поводу, напишите, будьте добры, ее в комментариях. Интересно послушать аргументацию. Ну, а вот на международной арене также мы видим, что США продолжают вести фактически вот гангстерские вот действия вот конкретно в отношении Венесуэлы, потому что к берегам Венесуэлы уже пригнали там и крейсеры, и эсминцы, и авианосцы, и там уже порядка 10 тысяч американских военных, и подводные лодки туда подъехали, и таким образом конкретно Трамп просто угрожает Николасу Мадуро, президенту Венесуэлы, тем, что он его просто планирует либо убить, либо выкрасть, и фактически мы видим такой вот международный рэкет в очень серьезных масштабах. И это, конечно же, не устроит в первую очередь Китай и Россию, потому что Венесуэла – это наш союзник. При этом американцы придумали очень забавный повод для того, чтобы медийно раскачивать ситуацию вокруг Венесуэлы и конкретно Мадуро, и обвинили его якобы в наркоторговле. При этом, как известно, самый крупный наркокартель в мире – это, конечно же, вот картель, который находится под полным контролем британской монархии, но тем не менее Трампа он полностью устраивает. Также потому, что американская армия этому картелю британской монархии, конечно же, оказывает полное содействие и, конечно же, логистическое в первую очередь с американских военных баз по всему миру. Из интересного можно добавить, что французские компании, несмотря на очень жесткое давление Еврокомиссии и различных русофобов, продолжают покупать российский сжиженный газ, потому что у них, в принципе, есть выбор на самом деле. Либо покупать американский в 2 раза дороже, либо, собственно, все-таки купить российский и, естественно, продолжать его покупать и в как можно большом объеме, потому что, очевидно, это очень выгодная история, и таким образом просто французские компании начинают очень много зарабатывать. Ну и, естественно, это принцип капитализма, который сейчас фактически постоянно обнуляет все американские санкции, потому что, конечно же, все вот компании, будь то французские, турецкие, там, болгарские, американские или канадские, они все гонятся за прибылью. Параллельно с этим в Армении просто происходит какой-то лютый трэш, потому что недавно режим Нетаньяху решил нагло в пику Эрдогану признать все-таки геноцид армян турками 100 лет назад. И, собственно, по этому поводу Пашинян решил все-таки возмутиться тем и, знаете, высказать свое недовольство режиму Нетаньяху, что, мол, да как этот Израиль посмел признать геноцид армян турками. То есть вы вдумайтесь только, вот все-таки глава, получается, Армении возмущается тем, что Израиль признал геноцид армян. То есть это полный бред, казалось бы, но тем не менее мы этот бред просто можем видеть в прямом эфире. И, конечно же, это просто на голову не налазит. При этом со стороны Турции маразм также крепчает, причем по полной программе, потому что Турция, как мы знаем, на протяжении более года геноцида в секторе Газа возмущалась тем, что, мол, что же этот режим Нетаньяху делает, почему же там массово убивают мусульман, палестинцев. И, знаете, очень бурная была такая риторика Эрдогана в отношении всех этих процессов в секторе Газа. И даже геноцидом Эрдоган называл, собственно, происходящее в секторе Газа. Но, тем не менее, мы видим, что Турция продолжала торговать с Израилем. Турция продолжала, собственно, авиасообщение с Израилем, морское авиасообщение с Израилем. Все было прекрасно. И тут Нетаньяху решил в пику признать геноцид армян турками. И только после этого Турция, фактически уже министр иностранных дел Турции объявил о том, что все, вот теперь-то Турция перестанет вообще вести торговлю с Израилем. Теперь-то уже Турция блокирует авиасообщение и морское сообщение. То есть до этого Турцию, получается, все устраивало. То есть фактически геноцид палестинцев в секторе Газа это не было причиной все-таки, чтобы ограничить торговлю и авиасообщение с морским сообщением убрать. И тут, получается, признали геноцид армян.
И получается, только после этого фактически Турция вводит такие ограничения. То есть, очевидно, ну, здесь, мягко говоря, это вот даже сложно комментировать этот уровень маразма. Глядя на все это, понимая, что Восток дело тонкое, и там действительно черт копыта сломит, разобравшись в этих интригах и хитросплетениях договорников и, собственно, взаимного такого самообмана. Поэтому, очевидно, сейчас там ситуация будет деградировать, потому что, очевидно, такие вот маневры в дипломатическом поле, естественно, бесследно не проходят. Ну, а в натовском недорейхе мы можем наблюдать, как там в Верховной Раде озаботились тем, что все-таки наемников ЧВК ВСУ местное население начинает ненавидеть, начинает избивать и так далее, унижать, травить этих негодяев, которые воевали за хозяев Зеленского, а теперь, вы знаете, многие там повозвращались. И, конечно, теперь уже Верховная Рада хочет их обезопасить отдельным законом от народа, фактически, который там остается на оккупированной территории. Вот такие вот интересные события. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции находится в описании. Либо вбивайте в поисковики запрос Дмитрий Василец, Телеграм, и все у вас получится. До скорого.